Привет, я Рина Ли. Сегодня будет новая для моего канала рубрика «Пустые баночки». Я разделила видео на категории, и начнем мы с продуктов для лица. И первым у нас будет тональная основа Clarins Skin Illusion в оттенке 103 Ivory. Он заявлен как увлажняющий тональный крем с легким покрытием и SPF 15. На мне он все же сушит кожу, покрытие я бы назвала ближе к среднему. Он мне немного напоминает тональную основу от Charlotte, которую я показывала в видео макияж одним брендом. Он наносится пипеткой, у него жидкая текстура, он имеет приятный свежий аромат, но нужно иметь в виду, что в составе есть спирт. Также хочу отметить, что у нее есть один неприятный минус, она может окислиться по собственному желанию. Этот тон на видео он выглядит хорошо, в жизни с ним ходить не очень приятно. По крайней мере мне, потому что моя кожа все-таки склонна к сухости, и я думаю, что людям, у которых кожа склонна к сухости, она тоже не подойдет, и, возможно, даже не подойдет тем, у кого комбинированная кожа и есть сухие участки. Herbarian Glow Cream. Это миниатюрка, в ней 5 мл, но в продаже имеются 15 мл и 45. Это крем с перламутровыми частицами, увлажняет кожу, на нее хорошо ложится тон, и кожа выглядит свежей. В целом крем мне очень понравился, и скорее всего я возьму его в большем размере. Benefit The Professional. У меня миниатюра, в ней 7,5 мл, в полноразмерке 22 мл. Неплохая затирка для пор, но я бы не стала ей пользоваться на постоянной основе, так как в составе имеется силикон. Насколько я знаю, силикон не очень хорошо влияет на поры, он забивается в них, вызывает высыпание и разные нежелательные последствия. Имеет бежевый тон и плотную текстуру. Средство достаточно дорогое, но тратится в маленьком количестве. На самом деле у меня все еще есть здесь продукт, но я его выкидываю просто потому, что срок годности уже закончился. Стала бы я покупать полноразмерный продукт? Нет. Потому что я не знаю, что нужно сделать, чтобы все это на себя истратить. Скорее всего, он больше подойдет визажистам, у которых потоковый макияж, и там реально, мне кажется, можно использовать весь этот тюбик. Но в повседневной жизни даже вот такой вот миниатюрки, я не смогла ее добить. Консилер Maybelline Instant Anti-Age в оттенке 115 Warm Light, объем 6,8 мл. Это уже второй такой консилер, который я заканчиваю. Мне он понравился, он очень хороший. Единственное, что мне не очень нравится, это вот эта вот жулька, которой мы распределяем продукт по лицу, потому что она грязнится быстро, она становится какая-то странная. Короче, мне кажется, что это немного не гигиенично, что ли, что ты просто постоянно вот это вот мажешь, и оно постоянно вот это вот в себе, плюс это кремовый продукт, плюс он там засыхает, не засыхает. Вот. Больше нареканий, кстати, нету, только вот эта вот ерунда мне не нравится. Он не особо плотный, круги под глазами и явные прыщики он не перекроет, даже если предварительно сделать цветовую коррекцию. Это просто хороший повседневный консилер. Буду ли я дальше покупать этот консилер? Не уверена. Но не потому, что он мне разонравился, а потому что я нашла для себя отличный повседневный консилер, который дешевле, чем Maybelline. Светоотражающий консилер Art Visage Miracle Touch в оттенке 101. Объем 6 мл. Покупаю себе этот консилер уже в третий раз. Тот, что кончился в оттенке 101. Следом я купила себе консилер в оттенке 102, потому что в оттенке 101 не было. Если честно, они не сильно отличаются, 102 немножко розовей. И уже купила себе опять в оттенке 101. Достаточно хорошо справляется с моими темными кругами под глазами, не сушит кожу и практически не западают морщинки. Это отличный консилер из бюджетного сегмента, который я могу рекомендовать без зазрения совести. Справедливости ради, все консилеры в большей или меньшей степени западают у меня в морщинки, поэтому для меня это не является минусом. Что мне не нравится в этом консилере, так это кисть. Я не знаю, почему производитель сделал ее такой. Мне кажется, что было бы намного удобнее, если бы они сделали просто аппликатор наподобие блесков для губ. В остальном это просто замечательный консилер, который я вам советую. База под тени Etude House Proof 10. Представлен в одном оттенке, объем 10 грамм. Одна из любимых баз под тени, я уже купила третью по счету, и я знаю, что я буду покупать ее дальше. У базы кремовая текстура чуть розового оттенка. На глазах она становится полупрозрачной и немного осветляет века. Для меня это важно, так как мои веки темнее основной кожи, и тени на глазах раскрываются лучше, если их тон выровнен. Хочу отметить один минус. Лично мне не нравится упаковка, я считаю ее неудобной. Вот эта вот форма сама по себе. Потому что, когда ты пытаешься выковырять оттуда средства,
кисть, она не достает до вот этих стенок. Даже когда ты вытаскиваешь вот эту резиновый ограничитель, ты все равно все выковырять оттуда не сможешь. Поэтому такое ощущение, что расход становится большим. Праймер не сильно дорогой, но и не сильно дешевый. Но мне все равно, потому что он мне нравится, и я все равно буду его покупать. Спонж от Wet n Wild. Очень-очень плохой спонж. Забирает в себя весь продукт, не растушевывает, говорить о нем больше не хочу, он бесполезный, я его выкидываю. Продукты для глаз и бровей. Vivienne Sabo Cabaret Premier. Оттенок 05, коричневый, объем 9 мл. У меня только один вопрос к этой туши. Почему я о ней не знала раньше? Это замечательная коричневая тушь, которая хорошо прокрашивает и держит завиток. У меня от природы прямые жесткие ресницы, поэтому я делаю ламинирование. Но даже тогда, когда мои ресницы были прямыми, тушь показала себя с хорошей стороны. В этой линейке есть также и другие оттенки. Я их купила все. Too Faced 8 мл. Это та тушь, с которой я просто очень сильно намучилась. Я ее так и не добила до конца и махнула уже на нее рукой, кинув коробочку с пустыми баночками. Мне нравится ее оформление. Тушь действительно красивая. Тяжелый корпус, объемные буквы, розовое золото. Красиво. Но все это не важно, потому что она сыпется, пятнит, течет под глаза, и потом эти крошки просто невозможно убрать. По срокам тушь была свежей на момент покупки. Возможно, у меня попался такой экземпляр, но перепроверять не хочется. Вряд ли я когда-нибудь куплю эту тушь снова. Benefit Bad Gal Bang. Объем 8,5 мл. А теперь поговорим о туше, о которой я читала, слышала, видела огромное количество плохих отзывов. Но она мне очень понравилась. Я не знаю, почему ее ругают. Как я говорила выше, мои ресницы на самом деле, они прямые, жесткие и смотрят вниз. До ламинирования. Сейчас у меня ламинирование. Вот эта вот тушь, вот эти вот жесткие прямые ресницы поднимала вверх и просто не давала им опускаться вниз. Ничего не сыпется, ничего не пятнит, ничего не течет. Это действительно глубокий черный цвет. И она мне очень нравится, и скорее всего я куплю себе ее еще раз. Maybelline 10,7 мл. Думаю, что тут излишни какие-то комментарии, так как эта тушь любимица многих. Я даже сейчас, если захочу, не вспомню, сколько их я использовала. Хорошая тушь, просто отлично. Опять же, мои прямые ресницы, до того, как я узнала, что такое ламинирование, вот, герой был. Charlotte Tilbury. У меня миниатюра. Объем неизвестен. Очень плохая тушь, я говорила о ней в видео «Макияж одним брендом». Она сыпется, течет, на самом деле можно посмотреть в том видео, там как раз я крашусь этой тушью, там видно, как она сыпается, какие пятна под глазами оставляет, лучше посмотреть там. Карандаш для каяла Sephora. Заявлялся как стойкий карандаш для макияжа глаз и каяла. Обманул. Течет, ничего там не держится, на каяле не держится, припечатывай его тенями, не припечатывай, ни для чего не подходит. Вот смотрите, какой большой, отправляется в мусорку, потому что вот даже как подложка под тени не подходит. Все. Подводка Wet n Wild. Брала ее на iHerb, чтобы попробовать за какую-то небольшую стоимость. У нее фетровый наконечник, сама подводка плохая. И, возможно, если красить на пустое веко, она нормально будет передаваться, но если вы краситесь тенями и пытаетесь сделать стрелку, и уж тем более, если вы будете пытаться сделать это на какие-то глиттеры, шиммеры, это ничего не получится. Она очень быстро высохла, я, в принципе, не страшно, не жалею, она стоила маленьких денег, но больше не надо. Подводка Kat Von D. Такая же плохая, как Wet n Wild. Единственное у них отличие это только в том, что в Wet n Wild фетровый наконечник, а у Kat Von D кисточка. Мне, кстати, кисточка нравится больше. И проблемы у них одинаковые. Плохо красятся, быстро высыхают. В общем, я немножко разочарована, потому что мне казалось, что это хорошая должна была быть подводка. Ну, это миниатюра, кстати. Это не полноразмерная версия, но как бы все равно. Подводка Physicians Formula в оттенке Ultra Black. Моя самая любимая подводка. Покупаю ее уже не в первый раз. Вот тут вот тоже наконечник кисточка, которую я люблю. Черная, держится долго, никуда не смазывается. Буду еще покупать и вам советую. Карандаш для бровей от Benefit.
Отличный карандаш, не твердый, не жирный, легок в использовании. Единственный у меня вопрос, почему он так быстро высох? Я им толком не успела нормально попользоваться, но я его не выкину, потому что у него отличная щеточка, которой я чешу брови. Помада Maybelline Color Sensation в оттенке 745 Wooden Brown. Отличная кремовая помада. Я ее покупала очень давно и не успела использовать до окончания срока годности. Приятный аромат, очень приятный аромат. Тинт для губ Clarins в оттенке 03 Red Water. Отличный тинт для губ. Он мне попался в какой-то из коробочек. Это миниатюра. Единственное, мои губы очень шелушатся, и в такие дни я не могу использовать этот тинт, потому что он эти шелушения очень сильно подчеркивает. Пользоваться дальше им я не буду, потому что я просто уже устала от него. Матовая жидкая помада Sephora в оттенке 23 Cooper Blush. Объем в ней 1,3 и 5 мл в полноразмерном продукте. Отличная матовая помада, не 100% стойкая, но очень комфортная. Она мне понравилась настолько, что теперь у меня есть полноразмерка в том же оттенке. Бронзер от Tarte у меня в travel формате. Мой самый любимый бронзер. Сияющий, нежный, очень красивый цвет. Он мне настолько нравится, я так много им пользовалась, что у меня даже крышка отвалилась. Вот тут вот. И у меня появилась полноразмерная версия. Просто что, оно кожаное. Тут ткань, видел? Что это такое? Хайлайтер Ева Мозаик в оттенке Moonlight. Это мой первый хайлайтер, и я затерла его до дыр. Конечно, объективно это не самый хороший хайлайтер. Он меловой, очень слабое сияние. Конечно, речь не идет уже о том, чтобы его повторять. Просто он был первый. Финишная пудра от Tarte в travel формате. Мне не очень понравилась эта пудра, потому что когда я наношу ее под зону под глаза, она как будто бы затемняет мне эту область и делает ее тусклой. Я несколько раз доставала пудру для постоянного использования, но рука просто к ней не тянется, и я даже отдавала ее на пользование своей сестренке, но она ей тоже не пользовалась, потому что говорила, что тоже рука не тянется. Поэтому я не вижу смысла оставлять ее у себя. Хайлайтер от Benefit Dandelion Twinkle у меня travel формат. Ничего не буду говорить про этот хайлайтер, потому что он просто не того же цвета, что и полноразмерка. Если вы помните, года, наверное, 2-3 назад, может чуть больше, была такая волна, что люди начали замечать несоответствие travel форматов с полноразмерками, что цвета просто и текстуры вообще разные были продукты. Короче, он меня бесит, я не буду им пользоваться. Кремовый хайлайтер Benefit. У меня миниатюра, в ней 2,5 грамма, в полноразмерке 9,4 грамма. Попался он в одном из наборов миниатюрок от Benefit. Он нежный, красивый оттенок, очень деликатное свечение. И единственное, что девушкам с более светлой кожей, он, наверное, будет темноват. Плюс нужно иметь в виду, что он может разъесть тон. По крайней мере, все тональные основы, которые у меня есть, он разъедал их все. Поэтому выбор остается за вами, но лично для себя я решила, что я не буду его покупать, он просто какой-то бессмысленный. Уходовая косметика. Успокаивающая сос-сыворотка с экстрактом пиона от Claran. У меня миниатюра, в ней 10 мл, в полном размере 65 мл. Я пользовалась этим средством всего пару раз. Кожа моей головы достаточно хорошая, и поэтому я думаю, что это средство не нацелено на меня. Я дала пользоваться ее своему мужу. У него достаточно чувствительная и проблемная кожа головы. В баночке достаточно мало средства, но ему хватило этого количества, чтобы понять, что это средство работает, по крайней мере на нем. Я ничего не могу утверждать, но я действительно увидела, что эта сыворотка работает. Средство для подготовки волос к укладке от Aveda. Не скажу, что я увидела какой-то эффект на своих волосах, но опять же, справедливости ради, нужно заметить то, что мои волосы достаточно упрямы, и такие средства для волос они не принимают, они просто не работают на мне. И чтобы, например, зафиксировать прическу, мне нужно использовать достаточно сильный такой вот лак, чтобы это все держалось. Поэтому я не буду говорить хорошо или плохо. Приятно пахнет, волосы мягкие. Помогало ли укладывать? Нет. Сделало ли хуже? Нет. Для меня это просто, нейтрально. Средство для снятия макияжа от Clinique. Мне понравилось, но я больше использовала его для снятия макияжа с губ. Я не буду его покупать, потому что мне больше нравится от Clinique гидрофильное масло для снятия макияжа. Бальзам для губ от Soda
в оттенке 007 Heart Song. Имеет приятный аромат, но мне он совершенно не понравился. Он не смягчает кожу губ, он делает на губах какую-то пленку. Я использую бальзамы в двух случаях. Когда я готовлю губы к использованию матовых помад и на ночь как уход. Так вот этот бальзам, он не подходит ни для того и ни для другого. Я даже не буду использовать его до конца и просто уберу. Смягчающий бальзам для губ от Eos. У меня с запахом кокосового молока. Просто обожаю. Это мой самый любимый бальзам для губ. Это был, кстати, второй, и я купила еще новый. Вот этот вот еще в старом оформлении. У меня уже есть он в новом оформлении, но в старом мне нравится больше. Бальзам для губ и кожи с маслом She Purple Tree. Отличное смягчающее средство, в основном им пользовался мой муж. Он действительно работает, хорошо смягчает, но это такой прям жирный бальзам, даже можно его назвать, даже не крем. И он как будто бы чуть-чуть нагревает. Мне, в принципе, понравился. Буду ли брать? Не знаю, я помню, что он мне попался в какой-то коробочке, и если когда-нибудь попадется, я буду рада. Умывашка от Dr. Jart. Хорошее средство для умывания, но мне все же больше по душе не пенящиеся средства. Могу сказать о нем только все хорошее, но я не буду его покупать только из-за цены. Я очень люблю умывашки от La Roche-Posay, и за ту же цену я могу взять больше объем, но моего любимого средства. Не хочется так сухо заканчивать. Умывашка действительно классная, она прям отмывает до скрипа лицо. Нет никаких от нее ни шелушений, она не жжет, она очень комфортная, классная, минус только цена. Успокаивающий гель алоэ от Холика, объем 250 мл. Очень люблю этот гель, использую его разными способами. Он отлично подходит как успокаивающее средство после загара, он очень хорошо увлажняет, и я даже делала маску для волос с этим гелем. Классный, будем брать, повторять. Такое ощущение, что это то средство, которое должно быть всегда дома, потому что оно на самом деле очень универсальное. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, вам понравился такой формат, и я постараюсь в дальнейшем снимать такие видео, когда у меня накопится еще баночек. Пока!